Всем привет, это Иван Жданов. Путин хотел взять Киев за 48 часов, но уже идет 49-й день войны, и каждый день мы рассказываем вам о том, что происходит. Байден признал геноцид украинского народа, Путин перебросил войска в Белгород, а США готовят для Украины тяжелое вооружение. Кум Путина Медведчук попал в плен, а в Киев поехали сразу 4 президентов. Но начнем мы с видео из Бородянки, на котором видно, насколько разрушен поселок. Бородянка живая. Сотні волонтерів, сотні фахівців розміновують, відновлюють, розбирають завали, достають загиблих. Я вірю, місто живе і розквітне. Але дивлячись на мирні дома, по яким скидали бомби російська авіація, хотілося б запросити всіх, хто ще сумнівається в суті руського мира, пожити в цих домах, почувствувати на своїй шкурі, що таке наши бывшие братья. Путин продолжает стягивать войска на восток Украины. На спутниковых снимках Максар видны скопления российских войск в районе города Валуйки, а также целые колонны, которые двигаются в сторону украинской границы. Все эти войска двигаются в сторону Купянска, а затем в район Изюма, чтобы сконцентрироваться для одного мощного удара на юг или на юго-запад. Больше всего информации мы получаем о концентрации войск именно в районе Изюма. Вероятно, российские войска не собираются наносить 2 встречных удара, а только один на Славянск. Путинская армия хочет штурмом взять город, а затем прорваться к фронту в районе Горловки и таким образом окружить украинские части, обороняющие Северодонецк. С точки зрения российских военных, подобный план может выглядеть привлекательным. Как минимум потому, что из района Изюм до Горловки меньше 100 километров. Один наступательный удар тем более возможен, потому что южная группировка российских частей завязла в Мариуполе. Несмотря на то, что есть какие-то успехи у российской армии, город в тяжелом положении и время идет. Снова и снова, каждый день мы видим, что украинские части сопротивляются. Я иногда вижу комментарии о том, что украинцы в Мариуполе для меня герои. Ну, конечно, они герои, потому что они защищают свой город от врага. Это героический поступок, героически они сопротивляются. Путин отправил войска на границу с Финляндией. И знаете, можно было бы подумать, что все это блеф. Но после 24 февраля совершенно же понятно, что он... Вот на видео едет Искандер. Это тем более серьезно, ведь прямо сейчас путинская армия активно обстреливает ракетами украинские города. Путин как бы грозит финнам, что не вступайте в НАТО, а то стяну ракеты к вашим границам. Но вот совершенно понятно, что под угрозой те страны, которые не являются членами НАТО, поэтому, скорее всего, и Швеция, и Финляндия этим летом туда вступят. Минобороны России заявила, что в Мариуполе сдались 1026 украинских военных, в том числе 162 офицера 36-й бригады морской пехоты. С другой стороны, Арестович говорит, что эти военнослужащие прорвались из окружения и соединились с обороняющимся в Азовстале. Поскольку фактуры никакой нет, то тут просто вопрос, кому вы доверяете больше. Минобороны РФ врет почти все время, поэтому исходите из этого. А вот информация прямо с фотофактами. СБУ взяли в плен кума Путина Виктора Медведчука. Медведчук является тем человеком, который был ответственен за пророссийскую повестку в украинском обществе. В 2019 году он был избран депутатом Верховной Рады и являлся одним из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь». Но куда важнее его неформальное влияние. Медведчук – связующее звено украинского эстеблишмента с Россией еще со времен Кучмы.
Он 1000 раз встречался с Путиным. Да, Путин даже его дочь крестил. Собственно, поэтому он и известен широкому кругу именно как кум Путина. Ну вот настоящий кум Путина. Вообще, кумовство и связи такие через церковь, они очень популярны, что в России, что в украинском обществе. Поэтому это очень важно, поверьте. За связь с Россией против него завели уголовное дело по статье госизмена и посадили под домашний арест. Но за несколько дней до начала войны СМИ начали писать, что Медведчук сбежал из-под ареста. Позднее эта информация подтвердилась. И вчера вечером кум Путина был пойман сотрудниками СБУ в военной форме. Пока мало подробностей задержания, но будем держать вас в курсе этой новости. Медведчук настоящий серый кардинал. Он не мог избраться президентом из-за своего большого антирейтинга, но его роль в неформальном влиянии, если хотите, решение вопросиков для России невозможно переоценить. Он для российских властей главный по Украине. Ну просто вот личный друг Путина, который к нему приходит и говорит, и рассказывает, ездит по ушам, что Путин всему этому абсолютно верит, ну и, конечно же, исходит именно из этой информации. Медведчук является ценным ресурсом хотя бы еще потому, что он точно в курсе всех планов России. Он, например, сбежал, еще раз, из-под ареста за 3 дня до начала вторжения. То есть он знал абсолютно про вторжение. И сейчас он все эти планы, все это расскажет. Выбора у него нет. Ну а потом, возможно, его обменяют на украинских военнопленных, как вчера и предложил Зеленский. И нельзя молчать о страшных новостях еще из Киевской области. Там уже нашли более 720 тел погибших. Еще 200 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Есть ли цена у таких преступлений? Юристы знают ответ на этот вопрос, что да, есть цена, есть конкретные годы тюрьмы для преступников, есть денежная компенсация. Но когда происходят такие масштабные преступления, честно говоря, я как юрист тут теряюсь. Байден заявил, что Путин устроил геноцид украинского народа. Yet, I call this genocide because it becomes clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of being Ukrainian. And the evidence is mounting. It's different than it was last week. The more evidence is coming out of literally the horrible thing that the Russians have done in Ukraine. And we're going to only learn more and more about the devastation. Байден говорит, я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. И на этом фоне США анонсировали новую военную помощь Украине на 750 миллионов долларов. Но куда важнее подробности этой помощи. Впервые США говорят о поставках бронеавтомобилей Хамви, ну тех самых Хаммерах, как мы привыкли говорить. А также заявляет о поставке гаубиц. Пока не ясно каких именно, но в любом случае это уже тяжелое вооружение. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились в Киев. Мы видим, как один за другим мировые политики поддерживают Украину и даже не боятся посещать зоны боевых действий. В то же время экономика России несет новые потери. Аргентина и Чили отказались от поставок лития в Россию. Замглав департамента металлургии Владислав Демидов рассказал, что России будет негде брать литиевое сырье. Сейчас купить литий можно только в Боливии. Но долго ли это продлится, не ясно. А без лития не получится делать что? Правильно, аккумуляторы. В России также продолжается дефицит мелованной белой бумаги. Оказалось, что несмотря на варварскую массовую вырубку лесов, Россия не умеет производить даже бумагу. До 85% бумаги импортные, причем финские. Снижается и российский экспорт. Крупнейший в мире трейдер нефти, швейцарско-нидерландская компания Vitol Group прекратит торговать российской нефтью и нефтепродуктами к концу 2022 года. Не заключают новые нефтяные контракты также индийские экспортеры. Да, медленно,
Да, постепенно, но сжимается экспорт российской нефти, а значит Путин будет получать все меньше денег для продолжения войны. И вот еще новость, которая касается буквально всех. Apple и Google удалил из магазинов приложение Сбербанка. Дошло до того, что на Авито продают айфоны, в которых уже установлено приложение Сбера, и, конечно, оно гораздо дороже. Но Сбербанк, конечно, готов. Я думаю, что не все советские тиражи со Сберкнижками еще розданы. А если говорить серьезно, то это катастрофа. Такие высокотехнологичные вещи просто рушатся один за другими из-за придурков во власти. Мы продолжим вам рассказывать о войне в Украине, событиях вокруг нее, несмотря ни на что. Несмотря на все блокировки, удаления от Роскомнадзора, вы подписывайтесь на наш канал и не пропустите вечерний эфир в 19 часов. Напишите обязательно комментарий под видео или поставьте лайк. Это важно.